На недавнем съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев с кокетливой интонацией сделал оговорку о возможном присоединении к России еще каких-то новых регионов. После чего даже специально вырезал этот 15-секундный фрагмент и разместил его в своем телеграм-канале. А то вдруг кто-то эту реплику пропустил или не обратил должного внимания. Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше. В случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно. Мы все как-то привыкли, что речи и посты Медведева ничего не значат, что интересны они могут быть только филологам и токсикологам. Но вообще-то речь о бывшем президенте России, который ныне занимает официальные должности зампреда военно-промышленной комиссии и совбеза. А главное, он возглавляет партию, у которой в Госдуме конституционное большинство. Так что непонятно, почему отношение к нему должно быть как к безобидному городскому сумасшедшему, с которого спроса нет. А спросить Медведева есть о чем, как и Путина. Их партия одержит большинство в уже существующих регионах России. Все ли там настолько замечательно, чтобы рассуждать о завоевании каких-то новых территорий? Не разваливается ли медицина? Всем ли гражданам комфортно и безопасно? В октябре 23 года Россию потрясли новости о еврейском погроме в 3 республиках Северного Кавказа – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Они продолжались 2 дня и запомнились беспрецедентным штурмом международного аэропорта в Махачкале. Помните там, когда евреев или граждан Израиля искали в турбине самолета? С тех пор прошел год, и в октябре 24-го произошел новый погром, теперь уже цыганский. Было это в городе Коркино в Челябинской области, у которой, в отличие от Кавказских республик, не было репутации взрывоопасного региона. Не прошло и 2 месяцев после Коркина, как погром против этнических узбеков прокатился в Кызыле, столице Тывы. О событиях там пока известно немного. Власти погрузили 130-тысячную столицу республики в информационную блокаду. В связи с беспорядками отключили связь и интернет. На момент записи видео не работали не только браузеры и мессенджеры, но даже банкоматы. Поводом для беспорядков стало изнасилование несовершеннолетней. Кто-то может сказать и обязательно скажет, что от такого явления, как погром, не застрахована ни одна страна. Вон что недавно, например, в Нидерландах случилось. Но мы такой аргумент, что кто-то где-то у кого-то тоже нехорошо, не принимаем. И даже аргументом не считаем. Есть наша страна, Россия. Полиэтническое государство, для которого вопрос межнационального согласия ключевой. И долгое время такое согласие власть поднимала на знамена. Преподносила как исключительное преимущество нашего государства. Поэтому для России 3 погрома в 5 регионах страны в течение 400 дней – это, мягко говоря, многовато. А на фоне фанатичной борьбы с экстремизмом, которая сама по себе превратилась в один нескончаемый погром, вовсе непростительно. Характерно, что в одно время с беспорядками в Кызыле силовики обнародовали видео спецоперации по поимке экстремиста в Архангельске. Слева отходит, слева! Фамилия, имя, отчество. Серебренников Николай Алексеевич. Николай Алексеевич Серебренников – нейрохирург, который в 2016 году был удостоен звания врача года за уникальную операцию по замене 3 пораженных опухолью позвонков на импланты. Человек в Архангельске известный, лауреат нескольких профессиональных премий, за 25 лет работы спас многих людей. На профильных сайтах сплошь восторженные отзывы, в том числе от тех, кого Серебренников избавил от невыносимой хронической боли. Это весьма уязвимая категория пациентов. Формально их жизни ничто не угрожает, но полноценно жить они не могут. Кого-то Серебренников и вовсе спас от смерти. Вот что о нем писали в конце 22 года. Низкий поклон Николаю Алексеевичу и всей команде нейрохирургии. Какое счастье, что у нас есть такие профессионалы и мастера своего дела. В феврале 2022 года мой отец поступил на операцию по удалению обширной опухоли головного мозга. Мы ужасно боялись, как папа в своем возрасте, 67 лет, перенесет операцию и ее последствия. Перенес. Огромное спасибо Николаю Алексеевичу, что отец жив, что он не утратил способность самостоятельно двигаться, говорить, думать. Обычно у таких врачей план операции составлен на месяцы вперед. Тем более, что в Архангельске и области вряд ли найдется много таких профессионалов. В 2012 году Серебренникова признали лучшим врачом региона в своей специальности. Опытный нейрохирург – это штучный специалист, а за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов и вовсе экзотический.
лишить его возможности работать значит лишить многих людей надежды на выздоровление и даже на выживание. Нужны очень веские основания, чтобы заковать такого человека в наручники по экстремистской статье. Например, если бы врач организовал погромы. Ну или там решил их организовать, и силовики собрали бы неопровержимые доказательства этого и вынуждены были бы сработать на опережение. Но основание другое. По версии следствия, с августа 21 по февраль 22 Николай Серебренников сделал 7 переводов по 500 рублей в фонд борьбы с коррупцией. Возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. Не только погромы на Кавказе, на Урале и в Туве создают весьма специфичный фон для уголовного дела об экстремизме против выдающегося врача, который 3 года назад пожертвовал ФБК 3500 рублей. Вот еще одна новость, и тоже из Архангельской области. 15 декабря жители Ленского района, где живут почти 10 тысяч человек, вышли на митинг против закрытия местной станции скорой помощи. Если станцию все-таки закроют, люди, которым понадобится экстренная медицинская помощь, скорой помощи не дождутся. По словам жителей, скорой придется ехать аж из Котласа. Это в среднем 360 километров туда-сюда, из которых 200 не имеют нормального дорожного покрытия. До административного центра Ленского района, Яринска, дорога составляет и того больше – 420 километров в оба конца. В отличие от дела Николая Серебренникова и других политически мотивированных дел против врачей, вроде судов над педиатром из Москвы Надежды Буяновой и хирургом из Ижевска Ольги Андреевой, в отличие от них, в случае с Ленским районом произошла стандартная для путинской системы оптимизация. Никакой политики, просто экономика. В условиях военного времени государство стало больше, чем прежде, сокращать расходы на социальную сферу. С прошлого года даже в неоппозиционных российских СМИ стали выходить материалы об урезании и без того небольших зарплат медработников, о забастовках и коллективных увольнениях врачей, о расформировании медицинских центров, где даже за унизительную зарплату многие годы работали сплоченные команды специалистов. А больше всего статей о коллапсе скорой помощи как института. Граждане оказываются в страшных обстоятельствах, когда ты в экстренной ситуации звонишь 03, а к тебе никто не едет. И такое происходит даже в городах-миллионниках. К примеру, житель Новосибирска рассказывает, как его мать 6,5 часов ждала скорую, лежа на полу с переломом шейки бедра и трещиной в позвоночнике. И это не худшая из возможных ситуаций. Иногда неотложка может ехать сутки или вовсе не приехать. Медицина – одна из самых чувствительных тем для любого общества, и особенно для российского. Так было до войны, а сейчас проблемы со здравоохранением и вовсе критичны. В войне участвует под 1 миллион человек, и ни один из них не вернется домой с тем же здоровьем, с которым уходил. Даже если избежит контузии, ранения и инвалидности. В том самом Ленском районе, по словам местных, воевать ушли более 100 жителей, то есть больше 1% населения. Чем дальше, тем больше люди будут нуждаться в медпомощи, которую урезают сейчас. Так вот, медицина – сфера особенно чувствительная, но далеко не единственная. Смотришь на любую отрасль, кроме военно-промышленной, от школьного образования до транспортного флота, и не можешь отделаться от ощущения, что государство просто схлопывается. Где-то все коллапсирует под гнетом военных расходов и от недоступности кредитов, а где-то при прямом участии политического руководства страны. Оно, это руководство, само же разбалтывает государство, разболтало. То военный мятеж, то крупнейший за 20 лет теракт. Число насильственных преступлений, которое перед войной устойчиво снижалось, резко увеличилось. Да еще и 3 погрома подряд. Даже неловко продолжать этот ряд коммунальными проблемами, вроде лопающихся зимой труб. Но некоторые города, которые мерзли еще в январе этого года, мерзнут и теперь. Турбулентность в России огромная, и власть это ощущает. При этом действует как персонаж анекдота, который ищет ключи не там, где потерял, а там, где светло. Система пытается стабилизировать ситуацию, заключая под стражу людей вроде нейрохирурга Николая Серебренникова и педиатра Надежды Буяновой. Ведь как раз их схватить совсем несложно. Чем бы человек в России ни занимался, он чувствует себя уязвимым. Будь то бюджетная сфера, на которой мы сделали акцент сегодня, или предпринимательство, некоммерческая деятельность, творчество, даже досуг. Только на днях Роскомнадзор заблокировал 46 сайтов, посвященных аниме. Хотя, казалось бы, ну они-то кому помешали? В это же время Госдума обсуждает введение прокатных удостоверений для компьютерных игр. А какая сфера в России сейчас не схлопывается, а вовсю расширяется, не считая военки? Похоронные услуги.
таком видео оптимистичная концовка может показаться неуместной. Но все-таки хочу закончить именно на такой ноте. Всегда надо помнить, наша страна – это не только территория, обрамленная государственной границей и расчерченная границами региональными. Это в первую очередь граждане. Примерно 145 миллионов человек. Сколько бы кто ни говорил, что с Россией все понятно, что она вот-вот исчезнет, к действительности эти разговоры не имеют никакого отношения. Просто потому, что 145 миллионов человек исчезнуть не могут. И как бы ни развивались события, россияне будут жить дальше, а значит, как-нибудь будет жить и Россия. Ключевой вопрос в другом. Не стыдно ли нашей стране при всех ее колоссальных возможностях жить как-нибудь? В самом начале 21 века стало очевидно – Россия может жить хорошо. С доступными машинами, поездками на курорты и квартирами в ипотеку. Да, даже в тучные нулевые далеко не все россияне могли себе это позволить. Возможно, даже не половина. Но то были десятки процентов граждан. И было время, когда прослойка среднего класса в России расширялась, а не сужалась. В первые годы 21 века в нашей стране провели несколько неплохих реформ. В 2000 году снизили налоги, в 2001 приняли земельный кодекс, в 2002 приняли упрощенную систему налогообложения. Это были инициативы правительства Михаила Касьянова, который нынче иноагент. В 2006 уже при следующем премьер-министре в России ввели материнский капитал, а он действительно помог не одной семье. Однако дело даже не в конкретных реформах. В общем-то, в первый и второй президентские сроки Путина на каждое позитивное нововведение приходилось десяток негативных. Но тогда глава государства вредил собственной стране не в той степени, чтобы помешать ей развиваться и богатеть. У нас такая страна и такие люди, что для благосостояния и благополучия России и россиян достаточно, чтобы начальство просто не мешало. Или хотя бы вредило как-то умеренно. Мелкое вредительство наши граждане преодолевают как внедорожник неровности. И креативят, оставляя весь мир позади. Я часто привожу в пример сферу IT. Государственная власть долгое время в нее не лезла. И на этой почве именно в России появились такие сервисы и такой, например, интернет-банкинг, каких до сих пор нет в большинстве развитых стран. IT далеко не единственный такой пример, просто самый наглядный. В нашей команде два постоянных автора текстов, оба поклонники авиасимуляторов Ил-2 «Штурмовик» и Ил-2 «Забытые сражения». Я и сам немного в них полетал. Игры эти вышли в 2001 и 2003 годах соответственно, и до сих пор считаются эталонами жанра. Разрабатывала их команда под руководством Олега Медекса, стереотипного программиста в свитере и большого поклонника авиации. И это на самом деле была очень российская история. Собрались энтузиасты и решили сделать игру своей мечты, без оглядки на традиции игровой индустрии. Изучили аж до самой последней заклепки 150 моделей самолетов Второй мировой войны. Опросили ветеранов боевой авиации из разных стран. Провели исследование схем раскраски и камуфляжа каждого отдельно взятого самолета. Это все потянет на целую диссертацию. Внутри игры даже сделали виртуальный музей, где можно узнать историю, характеристики и, главное, покрутить во все стороны 3D-модельки сотен видов техники, от автомобилей до авианосцев. Помогало ли им государство? Нет, оно просто не мешало. И команда мечтателей все свои фантазии воплотила в жизнь. Символично, что сегодня, в 2024 году, главная компьютерная игра российской разработки профинансирована государством смута. Тут и название как нарочно соответствует времени. И играть в нее почти никто не хочет. А чиновники сыплют проклятиями в адрес тех, кто смеет великую отечественную игру критиковать. Мол, все вы изменники и иноагенты. Отличная игра, раз вас предатели корежат. В большинстве сфер деятельности можно привести примеры, когда наши предприимчивые сограждане делали что-то неординарное и невероятное только потому, что государственная система им или не мешала, или мешала умеренно. Но как-то так получается, что о многом из того, что было в нашей стране, мы узнаем лишь сейчас. И узнаем потому, что власть решила всех разогнать. Это может быть отделение больницы, где коллектив врачей складывался годами. Какое-то уникальное образовательное, культурное или научное учреждение. Или частная фирма. Вбейте в поисковике фразу «В России закрыли уникальный…» и вы увидите, что еще недавно люди в нашей стране делали удивительные вещи. Вот пример. В феврале 23-го в Коломне закрывают уникальный реабилитационный центр для детей с психоневрологическими заболеваниями. Вот что про него пишет Ольга Адрианова, чьи дети посещали центр. Там работают чудесные педагоги, воспитатели, врачи, настоящие профессионалы своего дела. Они с любовью и заботой относятся к каждому малышу.
Моих старших детей вытянули так, что они смогли учиться в обычной школе. Там есть все, чтобы помогать деткам с поражением центральной нервной системы. А главное, все бесплатно. А как теперь лечить детей, вообще непонятно. В обычных поликлиниках так это особенные дети. В коммерческих центрах. Но где взять столько денег? К тому же разовые и короткие занятия не будут результативными. Много сейчас новостей о том, как что-то закрывается. То музей, то театр, то культурный центр, то исследовательский институт. Душат и бюджетные учреждения, и коммерческие организации, и некоммерческие, и частные компании, и государственные. Почему-то особенно сильно бьют именно по детям, нуждающимся в особой помощи. И по специалистам, которые могут, как сказано в цитате, таких детей вытягивать, чтобы у них была полноценная жизнь. К примеру, год назад в Санкт-Петербурге ликвидировали уникальную школу номер 132. Она специализировалась на работе с особой категорией детей, у которых нет отставания в интеллектуальном развитии, но присутствует серьезное отклонение в поведении, на фоне, например, психопатии. Результат не заставил себя ждать. После перевода в обычное учебное заведение один из учеников ликвидированной школы чуть не убил своего одноклассника. И новость эта не из ряда вон, а вполне типичная. И да, в моменте происходящее может казаться необратимой катастрофой. Но сам факт, что в России на нашей памяти активно развивалось что-то хорошее, доказывает, это самое хорошее, разумное и неординарное в России в принципе еще как может быть. И обязательно будет, если привести нашу страну в естественное состояние. Когда царит мир, когда нет войны ни против соседей, ни против внутренних врагов. Когда власть не перекрывает гражданам кислород. Если к пловцу веревкой привязать камень, пловец поплывет хуже, и не потому, что с ним что-то не так, а потому что на него зачем-то нацепили балласт. Мы, надо сказать, натренировались плавать даже с камнем. Всякая инициатива в путинской России совсем не то же самое, что в условной Норвегии. Будь то благотворительность, правозащита, культура, технологии или медицина. И уж тем более политика. Но сейчас, в конце 2024 года, далеко не все в России утянуто на дно. Миллионы удивительных людей продолжают, несмотря на противодействие государства, делать удивительные вещи, каждый в своей сфере. И будут делать тем более удивительные вещи, когда это противодействие прекратится, когда балласт исчезнет. До завтра.